процессе работы с сервисом N8N у нас могут возникать различные ошибки в наших потоках. Хорошо, если эта ошибка проходит на этапе тестирования, но когда эта ошибка возникает уже в рабочем пространстве, мы не всегда можем как бы узнать об этих ошибках. Мы постоянно как бы их мониторить и переходить в раздел с выполнением, смотреть, когда какая ошибка возникала, искать причину, почему она возникала, кто, соответственно, нарушил. Это не совсем удобно. Поэтому у нас в сервисе N8N есть такой триггер, называется Error Trigger. В этом видео я вам как раз покажу, как этот Error Trigger работает, как он позволяет исправлять ошибки и как получать уведомления, например, вот в Google таблицу об ошибках, которые сейчас происходят, где в Google таблицу он будет забивать данные, на каком этапе произошла ошибка, в каком рабочем пространстве произошла ошибка, ну и главное, соответственно, сообщение об ошибке плюс рекомендация о том, как эту ошибку исправить. Ну и самое интересное, что он может отправлять нам уведомления в Telegram, либо на электронную почту, либо куда захотите, с информацией о том, что сейчас в данном процессе происходит ошибка и как эту ошибку исправить. Смотрите, в этом видео я вам буду показывать, как работает этот шаблон. Вы его можете адаптировать либо изменить под себя. Здесь главное, что у нас включен Error Trigger. Error Trigger позволяет нам получать сообщения об ошибках, которые происходят, соответственно, в наших рабочих пространствах. Плюс также этот Error Trigger будет забивать данные об ошибке в специальную таблицу, которую мы с вами здесь для этого создадим. Плюс он будет отправлять нам уведомления в Telegram с информацией о том, что в данном по рабочем процессе, соответственно, произошла ошибка. Плюс мы сюда подключили AI-агента, который будет расшифровывать эти ошибки, потому что неудобно, да, когда мы знаем, что в том или ином рабочем пространстве произошла ошибка, как бы мы хотим получить рекомендацию, как быстро эти ошибки исправить. Соответственно, наш AI-агент, подключенный к этому шаблону, он как раз будет исправлять эти ошибки и вносить все данные также сюда в таблицу, где мы сможем читать и смотреть, соответственно, как мы можем исправить эту ошибку. Вы прямо сейчас можете скачать этот шаблон в первом закрепленном сообщении под этим видео. Там есть ссылка на Telegram-бот, переходите в Telegram-бота, и он вам подробно рассказывает, как вы можете скачать этот и вообще все остальные мои шаблоны, о которых я говорю, которых я показываю в этом видео. Ну, либо сейчас со мной пошагово создать такого агента, который будет расшифровывать и работать с вами, с вашими ошибками. В качестве примера я буду использовать такой достаточно базовый блок работы через Telegram. То есть сейчас здесь это рабочее пространство, оно работает без ошибок. Но в процессе работы, да, у нас могут произойти какие-то ошибки. Самая популярная, наверное, ошибка, которая происходит у людей, я вижу это в своем телеграм-канале, в телеграм-чате, это ошибка с памятью. Давайте сюда добавим, соответственно, какой-то дополнительный инструмент памяти, вот стандартный инструмент памяти. Я знаю, что в стандартном инструменте памяти он сейчас выдаст ошибку. Значит, сохраним и через Telegram запустим. Но прежде чем запустить через Telegram, нам необходимо создать вот такой вот workflow. Мы создаем новый workflow и здесь как раз и выбираем edit, то есть, error. Вот, Error Trigger. То есть в качестве триггера мы будем использовать как раз триггер, который понимает, что в каком-то рабочем пространстве в данный момент происходит ошибка. Здесь нет никаких настроек в этом Error Trigger, поэтому мы его оставляем таким, какой он есть. Здесь дальше мы можем добавить уже Google таблицу. Но давайте, прежде чем добавлять эту Google таблицу, мы посмотрим, какие данные он будет получать. Значит, мы переименовываем этот Error Trigger, да, назовем его, например, Error Test. Да, вот он будет Error Test. Дальше нам необходимо в нашем рабочем пространстве, где отслеживать который мы хотим на наличие ошибок, нам необходимо перейти в его настройки, то есть переходим в настройки. И здесь в настройках нам надо выбрать как раз тот самый Error Test. То есть мы здесь Error Workflow выбираем Error Test. Что это значит? Это значит, что когда будут происходить ошибки в нашем этом рабочем пространстве, он эти ошибки будет передавать именно вот сюда, в Error Trigger. Хорошо, я изменил здесь память. Здесь память сейчас, да, неправильно введена. Мне нужно активировать, соответственно,
этот шаблон и перейти непосредственно в Telegram для того, чтобы получить данные о той самой ошибке. Давайте здесь еще сразу покажу, что у нас в информации нет, в информации выполнения нет никаких данных. Я отправляю в Telegram сообщение, сейчас тут произойдет ошибка. И по идее сейчас мой рабочий процесс должен сработать. Давайте перейдем. Сейчас 17:09 и мы видим, что здесь возникла ошибка. Значит, мы можем здесь посмотреть информацию, где возникла ошибка. Ошибка как раз возникла с той самой памятью. Мы сейчас перейдем вот в Error Test, переходим в Error Test и смотрим, здесь появилась запись. Появилась запись о том, что он эту ошибку принял. То есть он увидел, смотрите, мы перейдем в его данные и увидим, что да, действительно, значит, как у нас называлась эта таблица, Telegram Error P1, то есть часть первая, и здесь можем найти информацию о том, что в этом рабочем пространстве, соответственно, сработала эта ошибка. Ну, сейчас я вам покажу, где он будет отображать имя. Значит, хорошо, у нас здесь он получил какие-то данные. Давайте нажмем, вот, то есть переведем эти данные. Copy to editor, то есть мы переносим те данные, которые он получил с нашей ошибкой, переносим сюда. И здесь давайте сразу же введем Google Sheets таблицу, то есть Google таблицу, Google Sheets, и он будет, соответственно, добавлять данные в таблицу, то есть создавать данные в таблицу. Вот в эту таблицу он, соответственно, будет добавлять эти данные. Значит, прежде всего мы увидим, да, какие в него пришли данные, то есть какая информация с ошибками в нем пришло. В нем пришла информация, что данные с памятью, то есть проблема возникла с памятью, плюс информация, что название как бы рабочего пространства называется Telegram Error P1, то есть информация о том, что проблема с памятью возникла в Telegram Error P1. Здесь у нас есть уже заранее подготовленная таблица, вы ее можете взять себе на вооружение. Давайте я вот все здесь данные удалю, для того, чтобы мы видели, что здесь будет появляться. И наша основная задача — это делать так, чтобы те данные об ошибке, они, соответственно, отображались в этой таблице. Мы привязываем Google Sheets, подробное видео о том, как привязать Google Sheets таблицы, либо вообще инструменты Google у меня есть в ссылке, будет вместе с этим шаблоном, который вы можете скачать в первом закрепленном сообщении под этим видео. Значит, я захожу в Google таблицы, и мне необходимо здесь всего лишь выбрать лист. То есть вот этот лист, Error Agent, выбрать лист, куда он будет записываться. Это Sheets 1, и здесь это будет просто запись без какого-либо обновления. Давайте еще раз выберу Sheets 1. И здесь подгружаются те данные, то есть время, workflow, URL, node, сообщение об ошибке. Значит, в первую очередь мне необходимо выбрать название workflow. То есть я выбираю название workflow, которое будет отображаться. То есть это для нашего же удобства, чтобы мы понимали, где будет отображаться, соответственно, информация об ошибке. Дальше время. Время, когда произошла ошибка. Мы можем ее вот просто взять отсюда. Если не ошибаюсь, здесь есть. Нет, здесь, видите, нет. Он не передает данные о времени. Но процесс передачи информации об ошибке, он происходит мгновенно. Поэтому здесь мы просто можем вбить вот такие вот, так, стоп, вот так вот, и прописать, что, ну, информация об ошибке, так, нет, вот так вот, информация об ошибке происходит сейчас. Можно поиграться с форматом времени, то есть перейти в настройки и, соответственно, посмотреть, как лучше всего будет отображаться время. Ну, давайте вот формат, и здесь формат, но это американский формат, мне он не совсем нравится. Мне больше нравится, когда сначала идет день, потом идет месяц, а уже после всей этой информации идет, соответственно, год. Плюс я бы еще хотел, чтобы сюда вводилось время, поэтому я вбиваю ТТ. Все, после этого мне уже нравится тот формат, который будет приходить, то есть это 28 апреля 2025 года в 17:13 и 40 секунд. То есть он
говорит о том, какое сейчас время, и это, соответственно, время будет вбиваться в нашу таблицу. Дальше URL. Что нам необходимо сделать? То есть мы берем название workflow отсюда с name, а название URL, ссылку на URL уже с той ошибкой, которая произошла, мы берем вот отсюда. То есть мы берем URL и размещаем сюда ссылку на эту ошибку. Все, отлично. Поле URL у нас будет заполняться данными об этой ошибке. Дальше, значит, нам необходимо ввести ноду. Ноду мы выбираем ноду, в которой произошла ошибка. В данном случае произошла ошибка в Simple Memory. Мы выбираем node, name и вбиваем сюда, что он будет постоянно, когда будет возникать какая-то ошибка, я дальше вам покажу, он будет, соответственно, показывать, в какой ноде, в каком разделе, в каком элементе у него произошла эта ошибка. Хорошо. И последнее, значит, сообщение об ошибке. То есть вот это сообщение об ошибке. Можно еще вбить вот эту вот информацию об ошибке, но здесь сообщение об ошибке в принципе будет достаточно. Можете дополнить таблицу и добавить вот эту вот еще элемент для того, чтобы наш AI-агент лучшие рекомендации давал. Но даже вот по этой рекомендации, когда он видит, что ошибка в ноде Simple Memory, он дает классные рекомендации по исправлению этой ошибки. Хорошо, все, рекомендации по исправлению мы пока здесь ничего не добавляем и оставляем, соответственно, эти данные пустые. Сюда мы будем забивать уже после того, как ошибка пришла. Нажимаем Test Tab и мы видим, что в нашу таблицу, смотрите, сейчас будут добавлены вот эти вот вся информация. То есть время, когда произошла ошибка, значит, в каком workflow произошла ошибка, то есть название этого workflow, пространство, информация, то есть информация, в каком рабочем пространстве произошла ошибка. Видите, блин, я не туда, не то выбирая ссылку, соответственно, на эту ошибку и уже ноду, в которой произошла ошибка. Проверяем, все ли действительно так, да, в ноде Simple Memory произошла ошибка. Дальше, значит, все отлично сработало. Дальше нам необходимо, то есть мы можем здесь сразу же добавить информацию об уведомлении, чтобы нам приходило, например, в Telegram в определенный бот, когда наше рабочее пространство работает и в нем возникает ошибка, чтобы нам бот присылал информацию об этой ошибке. Мы выбираем Edit File и здесь вбиваем, соответственно, сообщение, которое бы мы хотели получить. Значит, здесь я вбиваю просто текст и сюда вбиваю такой промпт. Возникла проблема в сервисе N8N с узлом и, соответственно, ссылку на узел. То есть вот эта ссылка на узел Simple Memory. Сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке, вот это сообщение об ошибке. Какие рекомендации дашь по исправлению? То есть мы говорим о том, что произошла ошибка, вот такая-то, и вот пришло такое-то сообщение по ошибке. И нам необходимо, соответственно, сейчас расшифровать и проработать с этим сообщением. Это сообщение будет использоваться в качестве промпта для нашего AI-агента. То есть мы выбираем AI-агента, и AI-агент будет получать это сообщение. Во-вторых, нам необходимо отправить нам уведомление о том, что произошла ошибка. То есть мы также здесь вбиваем Edit File. И здесь прописываем также месседж, который бы мы хотели получать уже непосредственно в Telegram. Месседж такой: в такое-то, такое-то время возникла проблема. Здесь я бы рекомендовал вот немножко так вот отформатировать, для того, чтобы мы в удобном формате получали сообщения об ошибке в Telegram. Возникла проблема в сервисе N8N с узлом, и здесь указываем, соответственно, с каким узлом. Node. Ссылка на рабочее пространство для максимально быстрого перехода и исправления этой ошибки. И ссылка, соответственно, рекомендации по исправлению уже добавлены в эту таблицу. Пока сейчас их нет, но когда это все будет работать в автоматическом режиме, вы, соответственно, такое сообщение будете получать. Хорошо, то есть мы создали как бы две ноды. Одна нода будет отправлять сообщение в AI-агента для того, чтобы AI-агент дал нам рекомендации по исправлению, а вторая нода будет отправлять данные непосредственно в Telegram нам в качестве уведомления. То есть мы выбираем Send a Message, Send a Text Message и сюда прописываем чат ID. Это
идентификатор нашего чата. Для того, чтобы узнать идентификатор нашего чата, нам необходимо перейти в getIDBot, и он нам пришлет идентификатор нашего чата. Но я уже запомнил идентификатор своего чата. Вот, я его сюда просто прописываю. И в качестве текста я сейчас буду использовать вот это сообщение, которое будет приходить сюда. Значит, в чем здесь преимущество? В том, что мы будем отправлять сообщение именно тому человеку, который отвечает за то, чтобы это рабочее пространство, грубо говоря, работало. Ну, либо себе, либо кому-то другому. Я буду отправлять это с другого своего бота. Единственное, мне здесь необходимо прописать текст сообщения, который будет происходить. Поэтому я здесь нажимаю Test Tab для того, чтобы получить тот самый текст. И в качестве текста я буду использовать вот этот вот message. Вот в качестве текста буду использовать этот месседж, что смотрите, как он будет выглядеть. В 20 такого-то числа возникла проблема в сервисе N8N с узлом таким-то, таким-то. Ссылка на рабочее пространство, рекомендации по исправлению будут тут. Также я отключу вот уведомление о том, что это прислал нам бот, и нажимаю, соответственно, Test Tab. Все, этот рабочий процесс у нас запущен. Смотрите, мне сейчас пришло сообщение. Вот сообщение от тестового бота, что в 28-го такая-то возникла ошибка с узлом Simple Memory. Можно немножко подкорректировать, да, чтобы визуально было более привлекательно. Давайте сейчас здесь подкорректируем. Значит, здесь у нас пару пробелов. Вот, сбились данные. Давайте нажмем еще раз Test Tab. И здесь Test Step. И это все будет выглядеть более-менее симпатично. То есть вы работаете, вам приходит уведомление, что произошла такая-то ошибка. Вы не ломаете голову, где эта ошибка произошла. Вы знаете, что она произошла, соответственно, в рабочем пространстве в таком-то. Вы переходите просто в это рабочее пространство, и он тут же открывает данные об ошибке в это рабочее пространство. То есть вот эта ошибка, которая произошла. Это раз. Во-вторых, он вам говорит, что в каком узле произошла ошибка Simple Memory. И он говорит, что вы можете сейчас перейти в Google таблицу, вот эту Google таблицу, да, которую мы здесь создаем, и здесь уже появятся рекомендации. Сейчас рекомендации не появились, потому что мы еще не настроили нашего AI-агента. Значит, в AI-агенте мы просто добавляем чат GPT, ну, либо любого другого искусственного интеллекта, но я в основном буду использовать чат GPT, и даже самая обычная версия будет вполне достаточно для того, чтобы он идентифицировал и понял, разобрался с решением этой проблемы, с решением этой ошибки. В чат GPT мы вводим достаточно простой промпт, да, выбираем промпт, который и выбираем System Message. В качестве System Message мы прописываем. Так, открываем, да, System Message, мы прописываем. Мы прописываем промпт, который позволит нашему AI-агенту идентифицировать информацию, что эта ошибка произошла в N8N, и, соответственно, он будет ее пошагово решать. Здесь в качестве промпта мы должны прописать сообщение, которое будет приходить отсюда. Для этого нам необходимо нажать Test Tab. И вот это сообщение, вот возникла проблема в сервисе N8N. Так, куда он пропал, в сервисе N8N с узлом Simple Memory. Сообщение об ошибке такое-то, такое-то, какие рекомендации есть по исправлению. И, соответственно, мы здесь нажимаем Test Tab, и он сейчас нам даст рекомендации по исправлению. Но кроме самих рекомендаций, вот он здесь прописывает, соответственно, что необходимо сделать для того, чтобы исправить эту ошибку. И последнее, что нам остается делать, это добавить, соответственно, эти рекомендации в нашу таблицу. Для этого мы выбираем Google Sheets, и здесь Update, так, где у нас Clean, вот, Update, здесь выбираем Update, добавление данных в таблицу, Error агент с листа Sheets. И здесь мы можем все вот эти вот убрать, вот, оставить только время, да, вот почему он будет ориентироваться, что это именно та строка вот по времени, и output и формат, соответственно, ответа для того, чтобы он вбил в таблицу рекомендаций по ошибке. Нажимаем Test Step, и данные в таблицу вот он добавил, как можно исправить, соответственно, эту ошибку. Значит, давайте сейчас все
от начала до конца протестируем. У нас также ошибка осталась в Simple Memory. Да, мы переходим в Editor. Здесь включен процесс, и мы ему напишем сообщение, нажмем, напишем ему просто там «Привет», да? «Привет, ты кто?» Вот. Отправим ему эту информацию, и он, видите, имитирует печать, хотя на самом деле не печатает. И сейчас нам должен написать бот о том, что в этом процессе в таком-то процессе произошла ошибка. Вот тестовый бот. Это он отправляет информацию об ошибках, то есть это другой бот. И здесь никаких, соответственно, данных не произошло, потому что произошла та самая ошибка. И он мне говорит, что в сервисе Simple Memory произошла вот рабочее пространство, вот рекомендации по исправлению. Заходим в нашу таблицу, и действительно здесь есть ошибка, которая опять произошла в Simple Memory. Как исправить эту ошибку? Ну, давайте покажу вам. То есть мы заходим в Simple Memory. Для того, чтобы исправлять ошибки в Simple Memory, мы должны для начала, значит, деактивировать наше рабочее пространство и пройти по шагам. То есть тест step, пишем что-то сюда, какую-то информацию. Так, нет, не в этого бота. Давайте такое же сообщение. Привет, ты кто? Тест step, тест step, тест step, тест step. Сейчас временно удалим память, нерабочую память. Нажмем тест step, он сработает. И после этого мы уже добавляем новую память, да, Simple Memory. И сюда прописываем то, что ему нужно запомнить. А ему нужно запомнить информацию о том, какое сообщение в него пришло. Вот. Вбиваем Save. И теперь нажмем Test Step уже с рабочей памятью, и эта память будет работать. Ну и после он уже отправит, соответственно, нам информацию о том, какая ошибка здесь произошла. Мы можем допустить ошибку где угодно, но я здесь добавил два элемента. То есть этот бот может искать, например, информацию в интернете. И если мы его нажмем, давайте нажмем Save, включим его. Вот. И если мы его попросим найти что-нибудь в интернете, он должен обратиться к этой ноде. Вот, процесс сейчас запущен, идет. Единственное, у меня не прописана информация о том, в каких случаях ему необходимо обращаться, соответственно, к ноде поиска в интернете. Но он к ней все равно обратился, и видите, процесс прошел. Да, процесс прошел успешно, новых ошибок не замечено. Но смотрите, если мы перейдем, посмотрим на его ответ, он сказал, что у него возникли технические попытки при выполнить веб-поиск. Почему у него возникли технические технические проблемы при работе с веб-поиском? Потому что здесь вбит неверный наш API-ключ. Поэтому это не считается ошибкой. Ошибка считается только то, когда он на каком-то этапе спотыкается и не выполняет действия дальше. Когда же он не спотыкается и выполняет действия дальше, это не считается ошибкой, и эти данные не заносятся, соответственно, в эту таблицу. В этом разница между ошибками, которые вот выделены именно как ошибки, и недочетами, типа, когда вот возникли какие-то проблемы с API-ключом, он нам об этом сказал, но он это не посчитал в качестве ошибки. Я надеюсь, что понятно объяснил, и это понятно. Таким образом, мы всегда будем в курсе того, что происходит в наших рабочих пространствах. Если, не дай бог, там произошла какая-то ошибка, мы получим соответствующее уведомление и сможем быстро решить эту проблему. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если вам нужны шаблоны под N8N, вы всегда можете их скачать под видео в первом закрепленном сообщении, либо в описании. С вами был Игорь Зуевич. Пока.